Многие, кто прилетает на Филиппины впервые, совершают одну и ту же ошибку. Они смотрят на всю эту тотальную расслабленность, безмятежность, на все это завтра, и делают поверхностный вывод. Ну какие же лентяи? Наверное, жара мозг расплавила, бездельники, работать не хотят. Но что, если я вам скажу, что эта лень на самом деле это высшая форма эволюционной адаптации? У местных жителей есть фундаментальная фраза «бахала на». Google переводчик скажет вам, что это означает дословно что-то вроде «на все воля Бога». Но истинный смысл зашит гораздо глубже. Это как манифест человека, который исторически заперт в самом опасном месте на нашей планете. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, под моими ногами со скоростью нескольких сантиметров в год сталкиваются гигантские тектонические плиты. Прямо над нашей головой проходит главная мировая трасса для самых разрушительных тайфунов на Земле. А вокруг нас, на этих райских островах, дышат 23 активных вулкана. Сегодня мы закроем тему филиппинского менталитета раз и навсегда. Мы разберем Филиппины не как курорт, а как жесткий научный полигон. Мы заглянем в мозг человека, живущего внутри огненного кольца. Разберем физику бамбуковых хижин и поймем, почему стратегия «жить одним днем» — это единственная логичная и математически просчитанная модель выживания. Устраивайтесь поудобнее. Погнали! Чтобы понять местный характер, нам нужно перестать смотреть на людей вокруг. Нам нужно посмотреть вглубь Земли, примерно на 50-100 километров. Архипелаг находится в эпицентре Тихоокеанского огненного кольца, в зоне так называемой субдукции. Здесь тяжелая океаническая филиппинская плита с колоссальным давлением буквально ныряет под массивную евразийскую. Они трутся друг от друга миллионы лет. И острова, на которых я сейчас нахожусь, это не просто суша. Это земля, буквально выжатая, выдавленная этим чудовищным тектоническим натиском со дна океана. Вон там, всего в нескольких сотнях километров от побережья, начинается филиппинский желоб. Его глубина, вдумайтесь, 10 540 метров. Земная кора здесь натянута как струна. Из-за этого давления магма постоянно ищет выход. В июне 1991 года здесь, на острове Лузон, проснулся вулкан Пинатуба. Нам из нашего 26-го года это кажется далеким прошлым, но это было второе по силе извержение всего 20 века. Сила взрыва была такой, что гигантский столб пепла и газа пробил стратосферу и поднялся на 35 километров вверх. В атмосферу выбросило 20 миллионов тонн диоксида серы. Образовался глобальный сернокислый туман. И знаете, к чему это привело? Средняя температура на всей планете Земля упала на половину градуса на 2 года. То есть один филиппинский вулкан взял и слегка выключил лето по всему земному шару. Климат изменился на огромных континентах за тысячи километров отсюда. И вот теперь представьте, вы рождаетесь, живете, растете в том месте, где под вами пульсирует такая сила, которая способна менять климат всей планеты. И когда ты осознаешь масштаб этих сил, то все твои цивилизационные проблемы, там, дедлайны на работе, какие-то скандалы, просроченные кредиты и так далее, становятся просто, мягко говоря, несущественными. Это и есть первый, самый глубокий геологический слой Бахала-на. Природа здесь настолько сильнее человека, что пытаться согнуть ее под себя просто бесполезно. С ней можно только сосуществовать, принимая ее правила игры. Западный, скажем так, северный человек привык строить на века. Наша инженерная мысль заточена под жесткость. Гранит, монолитный бетон, толстая стальная арматура. Мы пытаемся переспорить и победить стихию глухим сопротивлением. Филиппинец же строит из того, что гнется. Он не борется, он подстраивается под законы физики. Вот посмотрите, это амакан, плетеный бамбук. Из него здесь делают стены, никакого цемента, никаких гвоздей, то есть все переплетено. Выглядит довольно просто, но на самом деле это инженерное решение, до которого люди шли столетиями. Он используется в качестве воздухопроницаемых стен. Это отлично подходит для тропического климата. Они легкие и пористые, что позволяет циркуляции воздуха сохранять прохладу в здании в жарком тропическом климате. Пористость также уравновешивает давление внутри дома во время сильного ветра, сводя к минимуму повреждения крыши, а также придает аутентичный эстетический вид традиционным домам Бахай-Кубо. С точки зрения физики колебаний, такие дома абсолютный шедевр. Когда начинается сильное землетрясение, жесткий каменный или кирпичный дом моментально ловит критическое напряжение. Он трескается, складывается как карточный домик и хоронит под собой жильцов. Бамбуковый дом устроен иначе. В нем почти нет жестких соединений, он вибрирует. Он работает как идеальный природный амортизатор, который просто рассеивает кинетическую энергию подземных толчков.
Даже если толчок будет такой силы, что хижина развалится, ее легкая бамбуковая крыша из листьев нипа никого не убьет. Ее можно заново собрать за 2 дня вместе с соседями. А теперь добавьте сюда еще и тайфуны. Регулярно на эти острова налетают ветры со скоростью 250 км в час. Чтобы вы понимали, это скорость болида Формулы-1 на прямой. По закону Бернулли, когда такой поток воздуха обтекает обычную жесткую европейскую крышу, сверху возникает зона жесткого пониженного давления. Крыша превращается в крыло самолета. Разница давления просто вырывает ее с мясом вверх. Местные помнят это не по учебникам. В ноябре 2013 года на Филиппины обрушился супертайфун Хайян, который здесь называют Йоланда. С точки зрения метеорологии это был абсолютный монстр. Скорость ветра на пике достигала 315 км в час. Физика этого урагана была такой колоссальной, что он сработал как гигантский поршень. Давление упало настолько, что океан буквально поднялся и зашел на сушу штормовым нагоном высотой с двухэтажный дом до 5-6 метров. Вода прибыла за считанные минуты. Йоланда мгновенно унесла жизни более чем 6300 человек, а некоторые регионы, как здесь в провинции Лейта и в частности город Таклобан, превратила в сплошное месиво и из бетона и грязи. Почти у каждого филиппинца постарше здесь, в провинции, есть родственник или знакомый, который тогда выжил чудом. Ну, или не выжил. И, конечно, главная учительница местной физики – это кокосовая пальма. Посмотрите на нее внимательно. У нее эволюционно нет раскидистых ветвей и массивной кроны. Это идеальный, практически безупречный аэродинамический объект. Ураганный ветер просто обтекает ствол, не находя никакого зацепления. А ее корневая система – это не один глубокий стержень, который легко можно вывернуть по принципу рычага. А корни пальмы – это тысячи мелких гибких струн. Они пронзают почву во всех направлениях, работая как бесчисленное множество независимых анкерных болтов. Филиппинец живет точно так же. Он не строит жестких, несгибаемых планов на 10 лет вперед, потому что знает, ураган их сломает. Его ментальные и социальные связи – это те самые мелкие корешки пальмы. Огромная семья, куча родственников, друзья, соседи. Если один корень порвется, остальные удержат всю конструкцию. Теперь давайте временно оставим физику и заглянем в биологию человеческого мозга. У нас, жителей северных широт и крупных мегаполисов, в культуре прописан хронический фоновый стресс. Мы каждую секунду тревожимся о будущем. Что будет через год? Кем я буду работать? Как закрыть ипотеку? Хватит ли на пенсию? Этот непрерывный экзистенциальный ужас генерирует в нашем организме тлеющий, перманентный кортизол. Гормон, который медленно изо дня в день разрушает сосуды, выжигает нервную систему и убивает иммунитет. У филиппинцев сам стресс устроен принципиально иначе. Здесь стресс не фоновый, он острый. Бахнул вулкан, пришло наводнение, снесло крышу тайфуном. В этот момент мозг выбрасывает колоссальную, предельную дозу адреналина. Организм мгновенно мобилизуется на полную мощность. Проблема решается здесь и сейчас физическими действиями. И как только проблема решается, уходит, уровень стресса у филиппинца падает практически в ноль. Мозг переключается в режим тотального энергосбережения и восстановления. Это сформировало у нации феноменальную, уникальную стрессоустойчивость. Международные институты годами проводят исследования уровня счастья в разных странах, и Филиппины регулярно ломают ученым все шаблоны. Несмотря на то, что ВВП на душу населения здесь в 3-4 раза ниже, чем в Европе, при этом по индексу субъективного счастья страна стабильно входит в топ-20 в мире. Уровень субъективного счастья здесь вообще не коррелирует с уровнем личного дохода. Он жестко завязан на уровень социальной поддержки, то есть людей, которые рядом. Когда ты на подсознательном уровне понимаешь, что завтрашнего дня у тебя физически может не быть, просто потому что природа может обнулить твой город за одну ночь, твой мозг перестраивает биохимию. Он начинает гораздо активнее и ярче генерировать дофамин, эндорфины и окситоцин от самых простых базовых вещей. От вкусной свежей еды, от общения с близкими, от совместной песни в караоке, либо же от приятного теплого солнца прямо сейчас. И на самом деле это не лень, ребята. Это жесткая биологическая защита от сумасшествия в условиях огненного кольца. Если бы филиппинцы тревожились и рефлексировали так же, как американцы или европейцы, то, скорее всего, они бы уже вымерли как нация от инфарктов и клинической депрессии еще много веков назад. Например, вот это одно саше стоит 10 песов, что хватит, чтобы помыть голову на один раз. Или, к примеру, одна порция кофе.
также вы можете купить за 5-6 песо. Зайдите в любой магазин Sari Sari Store, и там все будет именно так. Абсолютно все будет в таких вот микропорциях на один раз. Здесь вы не найдете привычных нам 5-литровых канистр с подсолнечным маслом, огромных 3-килограммовых пачек стирального порошка или гигантских банок с кофе. Все, абсолютно все продается в микроскопических пакетиках на один раз, саше. Эта уникальная экономическая система называется тинги. Будем честны, западный экономист скажет вам, что это классический налог на бедность. У большинства людей в филиппинской глубинке просто нет свободных денег, чтобы пойти в супермаркет и купить большую банку кофе или 2-литровый кондиционер для белья. Они живут на дневной заработок. Заработал пару сотен песо, зашел в Sari Sari, купил порцию на сегодня. И в пересчете на литр они переплачивают действительно за эти пакетики чуть ли не вдвое. Но парадокс огненного кольца в том, что эта вынужденная экономика бедности удивительным образом превратилась в идеальную стратегию выживания в условиях катастроф. Смотрите сами. Если бы местный житель скопил все-таки денег и забил кладовку запасами продуктов и бытовой химии на год, первый же серьезный тайфун, который сорвет крышу и затопит дом соленой океанской водой, полностью обнулил бы все его накопления. В один день он потерял бы все. В нестабильной среде, где природа может отнять твое имущество в любой момент, хранить капитал в товарах, такое себе. Это как минимум экономически невыгодно. Система тенги сводит цену твоей потери к минимуму. Смыла дом? Окей, ты потерял один пакетик шампуня за 7 песо и одну порцию кофе. Твой ущерб минимален, и ты готов начать все заново завтра. Нищета здесь случайно изобрела самую устойчивую модель микропотребления для экстремальных условий. И рядом с этим работает другая система Баянихан. Это филиппинская традиция взаимопомощи. Без расписок, без договоров. Смыло соседу дом, все собрались, пошли, построили новый. Заболел, принесли лекарства. Нет денег, накормили. Это не благотворительность, это как некая социальная страховка, которая работает вне зависимости от государства, от банков, залогов и так далее. При этом сама природа компенсирует эту экономику. Вулканическая почва, которая окружает местных жителей, самая плодородная на планете. Да, извержения вулканов несут смерть и разрушение в моменте, но они же выбрасывают на поверхность миллионы тонн пепла, богатого калием, фосфором, кальцием и микроэлементами. Филиппинец испокон веков знает, Земля может забрать его дом, но она же гарантированно прокормит его завтра. В эту остывшую вулканическую почву буквально достаточно воткнуть сухую палку, и через пару месяцев она зацветет и принесет плоды. Это бесконечный и грандиозный круговорот энергии и материи, где человек не амбициозный хозяин природы, а просто ее органическая часть. Мы на севере привыкли бороться с природой, преодолевать и побеждать ее, а они здесь привыкли в ней растворяться. Так лентяи филиппинцы или нет после всего этого? Я думаю, что скорее всего нет. Филиппинцы — это, возможно, одни из главных чемпионов по адаптации и эволюционному выживанию. Жизнь здесь, внутри огненного кольца, столетиями учит людей тому, чему мы на Западе пытаемся научиться у разных коучей, отдавая десятки тысяч долларов на разных курсах, таких как, которые учат быть в моменте, здесь, сейчас. А филиппинцы просто живут в этом моменте. Потому что, собственно, другого момента им никто не гарантировал. Жизнь научила их постепенно быть гибкими, как бамбук, способными выдержать любой удар стихии. Возможно, даже нам, привыкшим к бесконечной погоне за чем-то, за какими-то своими идеалами, за финансовым благополучием и так далее, возможно, стоит хотя бы обратить внимание на эту философию Бахалана. Перестать судорожно сжимать кулаки там, где мы ничего не можем контролировать. Принять тот факт, что мы не всесильны. И иногда даже самое мудрое, наверное, взвешенное решение при надвигающейся стихии, тайфуне — это просто искренне улыбнуться, налить себе чашечку кофе и разделить этот момент со своими близкими, друзьями и любимыми людьми. И сделать это прямо сейчас, потому что Бахалана. Все уже происходит так, как должно быть. Мне интересно узнать, что думаете вы. Это фатализм или все-таки реальная житейская мудрость? Напишите в комментариях. Ну а с вами был Валера Филиппинский. Цените момент, берегите себя и увидимся. Пока.